Всем привет, дорогие друзья! В этом видео покажу, как пользоваться футажами с хромакеем, в данном случае в программе Premiere Pro. Самое простое, что можно сделать. Так, первым делом находим наше видео, какое нам нужно. Так, сейчас я секунду. Допустим, вот такое видео. Вот. Сделаем его на весь экран. Так. Значит, видео мы открыли. Теперь нам нужно найти, наложить футаж. Так, звук здесь, конечно, нам тоже не нужен. Удалим. Так, откроем. Любой понравившийся вам футаж. В моем случае тут такой футаж будет. Вот. Далее смотрим, что у нас там за футаж. Вот у нас футаж. Я его сделаю на весь экран. Вот. Ну, как вы видите, он у нас, наш футаж этот, перекрывает, в общем, наше все видео. Как же избавиться от зеленого фона? На самом деле, в программе Premiere Pro это сделать проще простого. Выбираем эффект Ultra Key, пишем Ultra. Вот он у нас, Ultra Key, цветовой ключ. Просто берем его и закидываем на наш футаж. Но, как мы видим, чудо не произошло. Как был зеленый фон, так и остался. Потому что у нас по умолчанию выбран черный фон. Берем пипетку, кликаем на зеленом фоне и все, у нас зеленого фона нет. Но не так все просто. Как вы видите, окантовочки здесь вот еще имеют зеленый фон. Для этого программа уже предусмотрела все. И в параметрах выбираем агрессивный. Все. Теперь у нас таких зеленых полосочек нет никаких. То есть у нас все классно. Смотрим. Вот у нас видео идет. И вот у нас футаж наш появился. Подписаться. Поставить колокольчик. Вот так, ребят. Теперь вы знаете, как убрать зеленый фон из футажа в программе Adobe Premiere Pro. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.